Привет, друзья! Вы на канале По Следам, и эта фотоловушка была установлена в месте, которое уже третий год радует интересными встречами с самыми разными обитателями лесов. Часто лесная лужа становится единственным спасением для животных в летний зной, ведь именно здесь каждый стремится утолить жажду, немного охладиться или принять грязевую ванну. Однако весной, когда снег сошел не так давно, в лесу полно других источников воды, поэтому желающих попозировать перед камерой не так много. И тем не менее, я не мог не установить ловушку в столь богатом дикими животными месте, и чутье меня не обмануло. Первой на водопое отметилась лесная куница, которая, утолив жажду и тщательно пометив владение, отправилась по своим делам. Следом, тяжело вздохнув, мимо лужи прошла лосиха, шаги которой отчетливо слышались в ночной тишине. Зато утром, невзирая на заморозки и пока еще скудную растительность, лес оживал, ведь вернувшиеся с юга птицы создавали своим пением неповторимую атмосферу. Когда радостные трели поутихли, к водоему спустился вяхерь, лесной голубь, который заметно крупнее городских сородичей. Его нетрудно узнать по белым пятнам на шее. И, наконец, в кадре появилась лосиха, которая жадно поглощала свежую травку. При этом на фоне раздавались жалобные звуки, источник которых появился спустя пару минут. Похоже, что этот малыш появился на свет совсем недавно. Неделю, пару дней, а может и несколько часов назад. Об этом свидетельствуют совершенно неокрепшие, но причудливо длинные ноги, которые предательски не хотят сгибаться в попытке попробовать, возможно, впервые в жизни манящую воду из лужи. Со своих первых дней лосенок способен следовать за матерью, и чтобы в дальнейшем спасаться от хищников, он уже пробует себя в беге. Тем не менее, попытки утолить жажду дождевой водой становятся настоящим испытанием, и несмотря на жалобный зов, мать вряд ли поможет ему с этой задачей. Кажется, малыш уже пытается играть, или попросту оттачивает мастерство владения неуправляемыми конечностями. В любом случае, сдаваться он не собирается, поэтому пробует дотянуться до поверхности водоема снова и снова. Наконец, его старания окупаются сполна. Найдя место поглубже, лосенок делает первые глотки. Холодная вода вряд ли сравнится с питательным молоком матери, но цель малыша достигнута. Не бывает взлетов без падений, и на этот раз ноги внезапно подкосились в неподходящий момент, а значит, нужно срочно покинуть холодную лужу и поискать утешение у матери. На этой жалобной ноте молодая семья покинула водопой, а несколько дней спустя к луже пришла другая лосиха, которая, похоже, не хотела пить, а просто прогуливалась по весеннему лесу.
Но уже после обеда она вернулась на запримеченное место, где на протяжении 2 минут жадно и шумно запивала недавно проглоченную растительность. Ночью того же дня к фотоловушке приблизился матерый кабан, который своими размерами и длинной шерстью больше напоминал медведя. Полагаясь на отменный нюх, он сознанием дела раскидывал грязь, наверное, в поисках сочных кореньев. Но не обнаружив ничего интересного, самец неспешно покинул поле зрения камеры. С момента появления лосенка прошла неделя, но семья не спешила возвращаться. Зато лужу посетила любопытная лосиха, которая, кажется, уловила незнакомый запах. И тут же приняла решение найти его источник. Кстати, это далеко не первый случай, когда ловушка ощутила на себе мощное лосиное дыхание. С момента установки камеры прошел целый месяц, и за это время растительность заметно преобразила изначальную картину. Приближалось время моего возвращения, а значит, это видео подходит к концу. Ну а о дальнейшей судьбе лосенка вы узнаете совсем скоро. Если выпуск вам понравился, не жалейте лайка, комментируйте и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые серии. До скорого!